Всем привет! На Пхукете полил дождь, дома сидеть скучно, ну просто так скучно. Решил позаниматься хотя бы снастями. Как раз мне приехали новые приманки. Вот, я решил для тех, кто планирует поехать на морскую рыбалку, береговую морскую рыбалку, записать видео с обзором приманок, которые приехали ко мне сейчас. И также покажу, где можно эти приманки купить в России недорого. Смотрите дальше. Поехали разбираться. Давайте для начала посмотрим, что ко мне приехало. Так, это пилькер 21 грамм. Здесь не написано, надо открывать. Есть пилькерочки и потяжелее. Так, ну давайте потихоньку их разберем. Пока открываю, вам как раз расскажу. То есть, условно, морскую рыбалку на море береговую можно разделить на два типа. То есть, на ультралайтовую и лайтовую. Да, поэтому, ну, исходя из дистанции заброса, ветра, волны и так далее, да, то есть, можно пилькеры разделить по весу, да, на те, которые подходят для, скажем так, ультралайтовой рыбалки и для лайтовой. По весам обычно это 10, 20 и 30 грамм, ну, очень усредненно, это примерно. То есть фанаты, которые ловят на пилькеры весом в 7 грамм. Вот. Ну, не рекомендую, 10 грамм вполне себе нормально. То есть я бы даже вот так обозначил, то есть 10, 12, 15, наверное, категория, да, 20, может быть, 25, да, и 28, 30. Вот примерно вот такой вот диапазон. Вот. Но некоторые кидают и по 40 грамм, но, на мой взгляд, уже лишнее. То есть если леску поставить чуть-чуть потоньше, да, то вполне себе. Но если клюет крупная рыба, лучше, конечно, запастись более крепким шнуром и ловить на 40-граммовые пилькеры. Соответственно, если мы рыбачим на пилькеры весом в 10-15 грамм, то нам нужна леска диаметром примерно 0,1 мм. Но можно поставить и 0,08. Да, это, наверное, самая тонкая леска, которая подойдет. Но, знаете, 0,08 рыба может очень легко порвать. Вот, особенно если камни, все, одно касание и, собственно, лески нет. Но предлагаю начать с более тяжелых пилькеров, да, 30-граммовых. Я вот приобретаю вот такие же лески. Они бывают с ассистами, бывают без ассистов. Вот. Ну, в моем случае я брал самые недорогие, они только с тройничком. Ну, ассист можно самому связать, это не проблема. Вот. Если обратите внимание, то пилькер такой, довольно-таки плоский и слегка расширенный. И очень хорошо блестит. Вот, на мой взгляд, вот это основные показатели, да, которые позволяют вам делать разнообразную проводку. Под разнообразно я подразумеваю, что этим пилькером можно ловить как и рывковой проводкой, да, это когда он у вас вот так вот быстро идет в воде, да, то есть вы его вот так вот монотонно, методично продергиваете, да, в одном и том же горизонте, и он у вас вот так вот дрыгается, идет в воде. Активную рыбу хорошо собирает, то есть это самая такая, наверное, универсальная проводка. Вот этот пилькер очень хорошо под нее подходит. Плюс ко всему, видите, как он переливается. То есть мелкая рыбешка в море, она чаще всего все-таки вот таких вот натуральных оттенков, с черными всякими, может быть, там полосочками, но бывают, конечно, яркие отливы, но они здесь тоже видны. Поэтому, вот, на мой взгляд, вот это вот именно окраска, да, вот эта наклейка, защищенная сверху лаком у пилькера, она очень хорошо себя показывает. И реально ловил не только в Таиланде, на Сейшелах, вообще клевал великолепно. Вот такой, ребят, очень рекомендую. Он продается обычно в весе 28-30 грамм. Мы дальше с вами обязательно на AliExpress я вам покажу, в каких магазинах можно эти пилькеры приобрести недорого. Вот, и в оснащении можно посмотреть, и без оснащения. Вот. А в целом, возможно, если без оснащения гораздо дешевле, лучше покупать без тройников, потому что тройнички, ребят, здесь слабоваты. Вот, то есть рыба, когда у меня садилась покрупнее, было обидно, тройники, конечно, разгибаются. Вот, но сам пилькер обалденный. Вот, если ловите не крупную рыбу, то пойдет. Вот, но если там уже садится больше 3-4 килограмм, то все, как правило, может уже разогнуть. Вот такой пилькер, он подходит под спиннинг
тестом примерно до 40 грамм. То есть как считать, да, какой выбрать спиннинг? Вы берете среднее арифметическое между нижним показателем теста и верхним. Да, вот, например, я пользуюсь спиннингом под такие пилькеры тестом 10-38. То есть у меня получается нижний показатель теста 10 грамм, а верхний 38. Я их складываю, получается 48 грамм. И делю это пополам. Да, то есть получается оптимальный вес, да, для моего спиннинга это пилькер 24 грамма. Но так как я этим спиннингом ловлю на пилькеры и полегче, и потяжелее, да, то есть это как раз тот самый средний показатель мощности, который нужен. Вот, ну поэтому, условно говоря, до 40 грамм подходит идеально. Вот, то есть 30-граммовый пилькер, да, используем спиннинг с тестом где-то до 40 грамм. Вот, будет отлично. Также хочу сказать, что вот эта разная толщина пилькера, да, позволяет помимо рывковой проводки выполнять еще и довольно-таки длительные паузы. Но длительные имеется в виду по 1, 2, а иногда и 3 секунды. Вот. За счет вот этого расширения, да, то есть пилькер вот так вот сыпется в воде, да, и очень хорошо привлекает рыбу, особенно неактивную. Ну и, кстати, крупный хищник очень любит осыпающуюся приманку. Вот, например, если мы возьмем того же каранца GT, то он чаще всего охотится методом глушения малька, да, ну или какой-то мелкой рыбы, это не обязательно малек, просто сама по себе рыба мелкая по размеру. То есть он в стае врывается вот эту стаю бели, да, глушит ее своим телом, а потом ее подбирает. И поэтому вот это падение приманки для него она очень привычная, и он хорошо на нее реагирует. Вот, поэтому вот такая форма пилькера, на мой взгляд, она очень успешна при морской рыбалке, но причем не только береговой. Еще в продаже по сравнительно невысокой цене есть пилькер вот такой вот формы. Тоже, если обратите внимание, как он классно переливается. Вот когда он играет, это очень сильно приманивает рыбу, потому что морская рыба в большинстве своем, она помимо боковой линии, да, и запахов всяких ориентируется на зрение. Вот если обратите внимание, у многих морских рыб очень большие глаза. И вот эти вот всякие блески, блики и так далее очень хорошо ее приманивают. Вот, если мы на этот пилькер посмотрим, то у него схожая форма, да, то есть он по одной грани расширен, по другой, соответственно, он существенно уже. Но он уже не такой угловатый, да, то есть у него немного другая форма, он, скажем так, больше похож на рыбку. Тоже имеет место быть, да, соответственно, тоже такой пилькер довольно-таки неплохо работает, да, и у этого, если обратить внимание, уже помощнее задний тройничок, да, и он уже идет в сборе с ассистом. Ну, то есть он чуть-чуть дороже, чем предыдущий, да, но он в оснащении, да, уже полном. На мой взгляд, предыдущий пилькер ловит лучше, вот, но это, знаете, это все так, очень условно, вот, потому что, как правило, если стайная рыба пришла, вот, то если в целом ее приманка устраивает, то она ее хапает. Вот. Но, на мой взгляд, вот этот пилькер действительно очень хорош, потому что он полностью готов для работы. Вот. Ну и в целом крючки такие, ну, более или менее уже надежные. Конечно, если бы я менял, я поставил бы покрепче, вот. Но в целом для наших целей, да, под палку до 40 грамм подходит. Да, кстати, забыл сказать, что если ловите на 30-граммовые пилькеры, для того, чтобы у вас был хороший вылет, рекомендую ставить леску где-то 0,14-0,16 миллиметра. Вот, 8-жилочку, да, ну, можно ставить и 4-жилку, но она чуть похуже летит, но зато с камнями она дружит лучше. Вот, это вам выбирать, как говорится, да, я вот ставлю у себя 0,14, потому что дистанция часто очень важна. Бывают случаи, когда рыба просто не подходит ближе к камням, да, то есть стоит на довольно-таки приличной дистанции, это может быть и 60, да, и 70 метров, и вот вам надо пробить эту дистанцию, если у вас будет толстая леска, ну и короткий спиннинг, да, условно говоря, меньше 240-250 сантиметров, то вряд ли вы допулите. Вот. Если ветер попутный, конечно, долетит, но обычно все на практике до наоборот. Вот. Поэтому рекомендую всегда с собой иметь пилькеры чуть потяжелее, да. Ну, вот, на мой взгляд, 30 грамм вполне достаточно. Но можно и 35 на всякий случай взять, если нужен дальний заброс. Вот, потому что иногда очень обидно, когда на далекой дистанции
прыгает, жирует рыба, вот, а у тебя с собой только легкие пилькеры по 10-15 грамм, вот, ну и добросить туда, конечно, проблематично. Так, давайте посмотрим на более легкую версию первого пилькера, да, то есть он весит 21 грамм. По сути, это то же самое, сильно заострять внимание не будем, но 21 грамм это уже такой, на мой взгляд, универсальный боец, да, которого можно использовать повсеместно. То есть на него может клюнуть абсолютно любая рыба, абсолютно любых размеров, вот, потому что, ну, в целом он же действительно уже не очень большой, да, то есть он в длину получается где-то около 4-5 сантиметров. Вот, при весе 21 грамм, то есть такая форма, его форма позволяет пробивать хорошо ветер, он действительно далеко летит. Вот, то есть вот такой пилькер уже можно ловить с лесочкой где-то 0,12-0,1, да, и использовать спиннинг с тестом где-то 7,28. Вот в моем случае именно так. Так, и у меня есть наборчик, да, более легких пилькеров. Я вам сейчас их тоже покажу. Вот такой вот пилькерок 14-граммовый. Вот я беру их обычно вместе, да, то есть у меня обязательно с собой 20-граммовые пилькеры, если я собираюсь на какую-то такую, знаете, ближе к ультралайтовой рыбалке. То есть у меня пилькер полегче с собой, да, и потяжелее. Если сильный ветер, я ставлю 20-граммовый пилькер. Если ветра нет, я ставлю 14-граммовый, чтобы была возможность ловить в том числе и с паузами. Но с паузами надо тоже ловить аккуратно, потому что первично надо рыбу привлечь морскую, да, то есть, а привлекать ее хорошо именно вот этой быстрой такой рывковой проводкой. Допустим, один заброс можно делать быстрой проводкой, второй заброс можно с паузами. Вот. Главное, чтобы рыба пилькер заметила, подошла, вот, ну и, соответственно, вы ее уже долавливаете. Также есть вот такой вот вариант у меня пилькеров, то есть более прогонистый. Вот. Ну, если, как говорится, предыдущие не работают, то я использую вот этот, он весит 20 грамм. Вот. У него другая окраска, тоже поблескивает. Вот. Такой видно, что бывал уже в деле. Тоже уже продается оснащенный. Вот. Ну, вполне неплохой, но те пилькеры, с которыми можно ловить с паузы, мне нравятся больше. Вот. Ну и игра, соответственно, более разнообразная, рыбалка более интересная получается. Вот такой вот формы рекомендую приобретать побольше, да, а более такие прогонистые, ну, на мой взгляд, их надо просто иметь всегда про запас. И есть более мелкие, скажем так, сотоварищи вот такой вот формы. То есть они такие довольно-таки широкие, да, у них вот так вот скошенная бочка. Ну, действительно, довольно-таки легкие уже пилькерочки. Ну, вот такой вот 10-граммовый пилькер, да, то есть можно уже отнести к морскому ультралайту. Вот. Рыбу ловят, тоже проверено. Вещь хорошая, тоже можно ловить с паузами. Вот. И очень приятно вот такими маленькими пилькерами делать проводочку. Да? Ну, соответственно, под такой пилькер 10-граммовый, да, вам нужен уже тест где-то до 15, может быть, 20 грамм, да, у спиннинга. Вот. Ну, я ловлю на такие с тестом до 10 грамм, вполне себе нормально получается. Вот. Ну и опять-таки палка 7,28 тоже вполне себе отрабатывает, да, то есть 28 плюс 7 получается 35, делим напополам, средний вес наиболее оптимальный получается 17 грамм. Но так как палка 7,28, да, то есть нижний тест все-таки 7, а пилькер 10, поэтому тоже вполне себе. Но единственное, надо ставить более тонкую леску. То есть вот такие легкие пилькеры, они уже требуют леску 0,1 или миллиметра, да, или меньше, да. Но 0,06 ставить, ребят, не рекомендую. Вот. Если рыба попадется, а может и крупная попасться, на 0,06 вряд ли достанете. На 0,08 еще есть какой-то шанс, вот, но лучше 0,1. Вот такие вот интересные расцветочки с голубым отливом. Вот. Но, на мой взгляд, лучше всего все-таки натурально белый с голубым отливом. Вот. Либо, например, чисто натуральный, да, цвет такой серебристый, и красная голова, да, неплохо работают. Имеется еще вот такая вот форма пилькеров. Ее, кстати, очень многие используют. Вот если обратите внимание, то этот пилькер имеет такую небольшую волну, да, загиб. И вот он хорошо подходит для такой постоянной, довольно-таки быстрой проводки. Ну и не стоит забывать про всем привычные кастмастеры. Вот. Кстати, на них тоже вполне себе рыба ловится, и ловится и на равномерку, и на паузах. Вот. Поэтому, если кастмастеры есть, на море их берите обязательно. Ветер пробивают великолепно, да, то есть у кастмастера, на мой взгляд, самая успешная форма. Потому что, видите, он
и летит правильно, да, то есть у него захлестов крючков не бывает, ну, либо очень редко. Вот, и у него, получается, центр тяжести смещен на конец блесны, вот, и поэтому при забросе он вот так вот летит, его не крутит в воздухе, вообще просто великолепная приманка. Вот, она работает и на пресноводных водоемах, и по жереху, кстати, я даже судака ловил, по течению просто опускал, вот, и делал подбросы, вот, и судак хапает. В общем, ловит все. Ну как все, большинство видов хищника ловят. Вот, на море тоже, ребят, работает, тоже рекомендую, берите обязательно. Еще хотел вам рассказать касаемо колеблющихся приманок. То есть наверняка у кого-то в загашнике есть, да, различные вот такие вот колебалочки до 30 грамм. Ну, можно, конечно, и побольше, но до 30 грамм в целом достаточно. Вот. Ребят, тоже берите с собой, потому что они лучше всего играют на паузе. Если пилькеры, например, не работают, то бывают случаи, когда ставишь вот такую вот колебалку и отлично клюет. Вот. А если рыбы много и она вся активная, то я вас уверяю, ей все равно клевать, на что клевать. На такую блесну, на кастмастер, да, или на какой-то там специальной формы пилькер. Вот. Хапнет что угодно. Ну, потому что конкуренция уже растет из-за большого количества рыбы. Вот. И она уже клюет не раздумывая. Давайте сейчас с вами посмотрим, где все это дело можно приобрести и недорого. Да, кстати, ребят, еще забыл сказать, что если планируете приобретать спиннинг, да, для морской рыбалки, то рекомендую купить сразу 4-частную версию. То есть есть спиннинги, которые вполне себе с хорошим тестом, хорошей чуйкой, и их удобно перевозить в чемодане. То есть, ну, какую-нибудь трубу ПВХ берете просто или готовый тубус покупаете, и туда прекрасно влазят эти спиннинги. И главное, что тубус помещается по диагонали чемодана без каких-либо проблем. Вещичками вокруг обкладываете, вот, и все отлично. Вот, но если два спиннинга покупать неохота, да, то рекомендую начать со спиннинга, у которого будет тест где-то до 30 грамм. Да, то есть в данном случае вот у меня Herty Rise с тестом до 28 грамм. Я и ловил и на джиг, я ловил ей и на блесны, на воблеры тоже можно ловить, но в основном в такую, знаете, либо равномерку, либо где-то на течение, да, в проводочку, потому что ну, комель немного вот здесь вот длинноват, да, и как бы цепляется за тело. Ну, одним словом, в твичинг надо немножечко комеля покороче. Но вот этот комель, он самый универсальный. Ну, вот, если что, можно и на воблеры тоже вполне себе половить. Вот, такой приятный очень спиннинг. И самое главное, что он очень универсальный. То есть я кидал и 30 грамм, я кидал и больше, и друзьям давал тоже. Кстати, в Астрахани гоняли, ловили на него. Там и 40, и 50 грамм летело. Вот, ну, понятное дело, кидали очень аккуратно, вот, но выдерживает. Очень приятно, такой, знаете, звонкий графит, вот, но не ломается. И палочка 7,28, да, ну, чаще всего в таком тесте 7,28, она подойдет на все вышеперечисленные приманки, да, то есть можно будет аккуратно пилькеры в 30 грамм закинуть, вот, и 10 грамм сможете пулять без проблем, да, то есть видите, у него за счет того, что у него такой довольно-таки живой активный кончик, да, он ну, действительно позволяет ловить в довольно-таки широком диапазоне. Вот, еще раз повторюсь, классная чуйка. И самое интересное, что у него длина порядка 2,5 метров. Да, то есть 4-частный спиннинг, 2,5 метра, это ну, такой очень хороший показатель. Вот, поэтому для береговой рыбалки он тоже подойдет. Но многие скажут, что для береговой лучше, конечно, подлиннее палку. Ну, да, действительно, это так. Вот, но, на мой взгляд, 2,50 это такой, 2,50, 2,55 это хороший вариант, вполне себе позволяющий ловить на дальних дистанциях. И еще раз, касаемо лески, да, то есть если собираете универсальный набор, то рекомендую к этому спиннингу, подобному спиннингу, катушку 4000 размера, да, но тут лучше не мельчить. Важно, чтобы она была довольно-таки высокооборотистая, потому что часто приходится прямо из-под ног быстренько выматывать пилькер, чтобы он не зацепился за донные камни. Вот. Если катушечка у вас будет маленькая, да, или с медленным строем, то будете не успевать выдергивать пилькер из камней, и он постоянно у вас будет, соответственно, за камни засаживаться. Ну, такая рыбалка, она настроения приносит мало. Еще раз повторюсь, пилькеры лучше взять в диапазоне 10, 20, 30 грамм, да, спиннинг взять в диапазоне где-то до 30 грамм с такой рабочей, да, вершинкой, чтобы можно было легко кидать легкие пилькеры, как бы, да, и ощущать проводку. Катушку рекомендую 4000-ную, лесочку рекомендую поставить плетенку
Ну, 4-жилку или 8-жилку тут выбирайте сами. Я ставлю всегда 8-жилку, потому что она меньше шума дает на кольцах. Мне так больше нравится рыбачить. Ну, птички, море, романтика, все дела. Вот. А леска 0,12, где-то 0,14. Вот. То есть в целом и та, и другая вполне себе подойдут. А второй спиннинг у меня для путешествий — это Zetrix Campanera до 60 грамм. По-моему, 20-60. На чехол не обращайте внимания, это чехол другого спиннинга. Ну какая разница. Сейчас я вам достану его, покажу. Я тоже его всегда беру с собой, потому что бывают случаи, что заходит стая крупной рыбы. Вот. Ну и с тестом до 30 грамм, конечно, проблематично все это дело вытаскивать. Вот. А вот такой вот уже крепкий, мощный спиннинг. Да, это серия Trophy Hunting. Вот, я его в Астрахани проверял, там и 60 грамм летело в воду и больше. Да, так, этот, видите, даже 16-60, да, видно вам? 16-60. Ну, хороший диапазон, вот, но на него уже, конечно, надо ставить приманки такие посерьезней. Вот, палка довольно-таки жесткая, да, кончик. Есть, кстати, для 60 грамм тоже довольно-таки рабочий, но он пожестче, чем предыдущий, это однозначно. Вот, и рыбу просекает хорошо. Вот, морская рыба, конечно, ее не удержать, то есть если у вас даже там спиннинг будет до 200 грамм и клюнет там на килограмм 5 хотя бы GT, ребят, ну, как бы вы его сильно не тянули, он все равно будет резко выматывать, как говорится. Вот, ну да ладно. Тут главное, под какие приманки подходит спиннинг, да, то есть если хотите половить на всякие слайдеры, попперы и так далее, да, то вот это, наверное, номинальный тест, да, который вам подойдет. Но лучше, конечно, наверное, палку хотя бы до 100 грамм, но многие до 150 используют. Есть фанаты, которые еще больше. Но помните, да, то есть чем больше забросов сделали, тем вероятнее вы поймаете рыбу. Вот, поэтому если у вас снасть более легкая, да, то вероятность того, что вы не устанете, выше, да, и будете кидать. Вот, поэтому, на мой взгляд, вот до 60-80 грамм тест, да, спиннинга, он довольно-таки универсальный. Но когда вот палки уже в таком тесте, у них, как правило, все-таки запас побольше. Катушку я сюда ставлю тоже 4000-ную. Ну и леску уже вот под этот спиннинг я мотаю 0,18. Вот такой вот комплект вполне себе перекрывает все необходимые потребности. Оба эти спиннинга влазят в один тубус. Для катушек, собственно, боксы я вам сейчас тоже покажу. Вот такие вот есть плотные, крепкие чехлы, да, кейсы для катушек. У меня был случай, когда мне чемодан просто в труху раскрушили, а все снасти остались целы, потому что спиннинги были в тубусе ПВХ, в такой прочной трубе, вот, а катушечки вот в подобных чехлах. Видите, я сдавливаю, да, он немножечко прогибается, но совсем чуть-чуть. Классная вещь, рекомендую. Давайте теперь рассмотрим, где можно купить за сравнительно невысокую цену приманки для морской рыбалки. Нам нужен сайт AliExpress. Я еще веду Россия, потому что я, ребят, вам все это из Таиланда показываю. В поисковой строке вбиваете пилькеры. И вот здесь куча различных вариантов. Видите, цена всего лишь 68 рублей. Давайте посмотрим. Вот есть такие красноголовики. На мой взгляд, вот такой вот красноголовик вполне себе рабочий. Вот таких вот натуральных расцветок, да, тоже несколько штучек должно быть. Ну и диапазоны весов, я так понимаю, тоже вполне себе есть подходящие. Вот есть 10 грамм, 15, 20 и 30. Но я бы взял 10, 20 и 30. Ну и несколько 15 на всякий случай. Так, давайте посмотрим, что есть еще. Вот как раз есть пилькеры, которые мы с вами рассматривали. Вот есть 30-граммовые, да, стоит 136 рублей. Есть 20-граммовые, 109 рублей. И 10-граммовые 78 рублей. Ну, на мой взгляд, цена отличная. Он сразу идет с тройничком, да, вполне себе можно приобрести. Ребят, рекомендую, берите вот этот натуральный цвет. Самый оптимальный. Вот, ну, натуральный, и можно вот красноголовика в парочку взять. Но натуральный, на мой взгляд, он работает везде. Есть еще вот такие, да, пилькеры. Видите, то есть они такого же формата, да, но дешевле. Все ссылочки я оставлю под видео, сможете перейти и нужные пилькеры приобрести. Ну и вот, наверное, вот такие вот тоже пилькеры довольно-таки неплохо себя показывают. Тоже можно приобрести. Вот видите, они тоже в разных, получается, весах имеются, в разных цветах. Так, сейчас посмотрим, есть ли здесь подходящий цвет. Да, вот. Есть натуралка. Ее лучше всего и брать.
Так, и посмотрим расценки. 10 грамм стоит 81 рубль, но это уже в оснащении, да, с ассистом и с тройником. 20 грамм 105 и 30 грамм, получается, стоит 133 рубля. Ребят, ну, на мой взгляд, тоже отличная цена. Эту ссылочку тоже прикреплю в описании к видео. Касаемо лесок, леску тоже можно приобрести здесь. Ребята, леску рекомендую вот такую вот взять Джофф. Она недорогая, но она вымывается, но любая леска недорогая, вот цвет у нее вымывается. Вот, тут различные расцветки есть, но это само собой, как говорится, по вкусу. Вот рекомендую взять 8-жильную, 300 метров, вам точно хватит, да, и 18 ЛБ. То есть, если мы по таблице посмотрим, то 18 ЛБ это у нас 0,14 мм как раз таки. Вот, на мой взгляд, будет самая такая универсальная. Ну, если планируете более такой серьезный комплект, да, то вот можете также по табличке выбрать. Вот вам уже потребуется 0,16, да, или 0,23 леска. 0,23, мне кажется, уже толстовато. Возьмите 0,16, вот, 22 либра. Она уже будет заметно покрепче. Ну, можно и 31 либр взять, если там тяжелые приманки кидаете, как говорится, будет с запасом. Ссылочку тоже прикреплю в описании к видео. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, ролик оказался для вас полезный. Если понравилось, ставьте лайки. Также хочу напомнить про акцию. Как только канал наберет 1000 подписчиков, среди них будет разыграна сумма в размере 10 тысяч рублей. Вот, поэтому обязательно подписывайтесь, потому что участие в этом розыгрыше примут только подписчики канала. Всем спасибо, здоровья, хорошей рыбалки. До новых встреч!